Популярное тревел-шоу возвращается. Новый сезон. Новые ведущие. Идем попробуем залезть в толпу. У меня нет слов. Новая реальность, в которой все мы оказались. «Орел и решка. Новая жизнь». Каждый уикенд Эдуард Мацеберидзе А где бесплатно, там вот это вот присутствует всегда. и Соня Шац Это вообще легально. Я такого в жизни не видела. отправляются в новую страну, чтобы понять, а можно ли в ней пожить подольше. Оказалось просто самым благоприятным городом для иммигрантов. Всего лишь 2 евро, и ты смотришь на Каны с высоты птичьего полета. Ну, очень низкого птичьего полета. Прыжки с пирса. Бесценно. Это были лучшие и самые дорогие 15 минут в моей жизни. «Орел и решка. Жизнь продолжается». Погнали жировать! Здравствуй, Соня. Здравствуй, Эдик. Здравствуй, наш дорогой зритель. Это новый сезон «Орел и решка». И, как вы успели догадаться, за нашей спиной Лиссабонский аэропорт. А это значит что? Что мы в Лиссабоне. Представляете себе, Лиссабон, это же, так сказать, родина Криштиану Как и Роналду. Вашку де Гама. Да. А также здесь будет жить новый король Португалии. Держи, это тебе. Не буду, твое. Тебе сегодня кататься на автобусах, Эдик. Какая самоуверенная. Смотри сюда. Орел, Решка. богатство. Приди. Ушло богатство твое прямо ко мне в карман. Неприятно. Пожалуйста, можно повернуться в сторону автобусов. Это там бедность. Там бедность, там богатство. Золотая карта в моих руках. Всего доброго. Неприятно. Хорошего дня. Enjoy. Наслаждайтесь. Не могу сказать того же. Всего доброго. Добро пожаловать в Лиссабон. Город, где каждый закат превращается в настоящее шоу, а каждая улочка хранит историю. Столицу портвейна и Мекку для иммигрантов из постсоветского пространства. Согласно данным правительства, в 2023 году количество иностранцев выросло на 30%, и это абсолютный рекорд. В общем, Португалия является одним из самых любимых мест для иммигрантов, которые находятся в поисках нового дома. Ну, что поделать, не повезло. Придется до города добираться общественным транспортом, а не на лимузине, как я привык. Но перед этим менять валюту, так как в Португалии доллары не ходят. Нужны евро. Это самый долгий обменник в мире. Я не знаю, если бы они где-то у меня на районе стояли, они бы остались без денег просто. Я уже минут, 10 стою, и просто 2 человека обслужили. Я, конечно, слышал, что португальцы люди неторопливые, но чтобы настолько... Мираба, аллигатор, гамарджоба. Все знаю. У вас всего $100? Yes. Не может поверить в то, что у меня всего $100. Или не может поверить, что у меня $100. Ваш паспорт, пожалуйста. А, yes.
Все, теперь в какой-то португальской базе будут знать, что Эдуард Мацаберидзе располагает серьезной суммой денег. Мало того, что португальцы не особо спешат, так еще и деньги мне поменяли по очень невыгодному курсу. За свои $100 я получил 75 евро и 72 цента. Поэтому вариант добираться в город на такси я отмел сразу. $10-15 за поездку мне не по карману. Остается автобус 1,8, 1,9 евро или метро за 1,4 евро. Плюс единоразовая карта 50 евроцентов. Я выбираю метро, потому что это стильно, молодежно, быстро и, главное, дешево. Но попасть в метро не так-то просто. Вначале нужно отстоять огромную очередь и победить в битве за карточку. Но плохо вы знаете Эдуарда, если думаете, что я так и поступлю. Видите эту прекрасную очередь, стоящую за карточками для проезда в метро? Есть один замечательный лайфхак. Буквально за углом стоит одинокий автомат, возле которого нет никакой очереди. Чудо! Чудо! Метро в Лиссабоне состоит из 4 веток, но навигация очень удобная, не заблудитесь. Будет время, обратите внимание на мозаику на станциях. Это португальская плитка Азулежу, над рисунками из которой работали лучшие художники страны. Не знаю, какого года шикарный автомобиль, на котором катается сейчас Соня, но этот вагон выглядит достаточно новым и мощным. Кстати, обратил внимание, здесь метро не пахнет так, как пахнет у нас метро. Друзья, в Лиссабоне солнце. У меня в руках золотая карта. И мне кажется, мне пора выбрать транспорт. Что-нибудь безумно дорогое, что-нибудь с серебряными такими колесиками хочу, откидным верхом, и чтобы название было Porsche. Я слышу этот звук. Смотрим. Получилось! У меня Porsche. И этого красавца привез мне Максим, владелец авторентала элитных авто. В эмиграции он уже 20 лет, из которых 2 года в Португалии. И о роскошных машинах и условиях их содержания он точно знает все. Вот я захотела купить ее, например. Вот сколько мне это обойдется? Португалия 170-180 тысяч евро. А почему ты говоришь в Португалии? Потому что здесь налог дополнительный на автомобили 23%. То есть где-то в других местах дешевле? Да, в большинстве стран Европы это будет стоить в районе 150 тысяч евро. То есть лучше там купить и сюда как бы привезти? До полугода, да, можно так. А что потом? На иностранных номерах ты можешь находиться 6 месяцев в стране. И потом вот это растаможить надо? Да. Такую машину у тебя растаможка выйдет 40 тысяч евро где-то. О, это ж вообще как треть ее. А можно покататься? Конечно. Столько ключей, извините. Понимаю, да. Владелец бизнеса. Благодарю. Пожалуйста. Автоматик. Так, ребята. Боже мой, я в Порше. Так, кто-нибудь записывает? Мне ж потом не поверят. Все нормально, я умею водить машину, Максим, не переживайте. Давайте ее заведем для начала. Ева? Сколько стоит нанять водителя в Лиссабоне? Вот этой штукой. Какой? Нифига, это как ключ. Я на Порше еду! Я на Порше! Лиссабон для жизни выбрали многие богатые и знаменитые, променяв на него свои голливудские холмы. А что? Здесь безопасно, отличный климат и, главное, налоговые каникулы для иностранцев, что значит 0% налога на любой доход из зарубежных источников. Сама Мадонна прожила в Лиссабоне 2 года, но вернулась в Штаты. Возможно, потому что в 23-м году налоговые каникулы отменили. Но это напугало не всех. В элитном районе Кашкаиш, куда я сейчас еду, недавно дома прикупили Джонни Депп, Тоби Макгуайр и Криштиану Роналду. Хорошая компания для меня. А освоиться мне поможет блогер Анатолий Летаев, эксперт по гражданству и недвижимости. Рональдо, следующий дом, Джонни Депп. Джонни Депп? Да, но он здесь не живет, это его, наверное, там 2-й, 3-й, 5-й дом. Если я реально обладаю большой финансовой подушкой, я могу переехать в Португалию? Ну, во-первых, ты можешь переехать, да, и с подушкой, и без. Если ты с подушкой хочешь переезжать, то стоимость этой подушки 500 000 евро. Ты эти деньги инвестируешь в фонды,
которые могут заниматься возобновляемой энергией, сельхоз, гостиничный бизнес, в общем. Морозишь их на 5 лет, и примерно за 2 года ты эту золотую визу получаешь. А еще через 5 лет можно получить реальную золотую визу – португальский паспорт. И здравствуйте, поездки в США, Канаду и Великобританию без виз. Но португальский язык придется выучить хотя бы до уровня общения на собеседовании. Ну смотри, сейчас в Португалии, в Кашкайше, это самая топовая локация, квадратный метр будет стоить вот такого 10-12. То есть вот этот дом стоит, ну, наверное, миллионов 12-15. Хоть бы покрасили. Скажи, бетон за какие деньги? Покупка дома – дело серьезное. Оно так сразу не решается. Может, сначала в аренде пожить или квартирку подобрать. А вдруг Роналдо будет устраивать слишком шумные вечеринки, и я не выдержу такого потока веселья и папарацци. Аренда 2-3-комнатной квартиры в элитном районе, таком как Кашкаиш, начинается от 5000 евро в месяц. А купить такую можно за 1,5 миллиона евро, и это минимум. Кашкаиш — это, конечно, здорово. Джонни Деппы, Роналды вот эти ваши. Но мне хочется другой роскоши, такой тихой, дорогой, чтобы вот я и вообще рядом никого ближайшие 35 километров. Поэтому мы приехали в Синтру. Это место на холме, которое находится чуть выше Лиссабона. И кажется, здесь есть одна башня, в которой я буду жить. Синтра – любимое место португальских королей. Поэтому здесь так много замков в горах, чтобы подданные не надоедали и можно было уединиться для всяких разных дел. Интересно, каким будет мой номер в отеле Санта-Мария Синтра? Тук-тук. Я новая Рапунцель. Слушайте, цвет вообще очень нравится. Вот, мне кажется, я 13-летняя, где-то вообще там валяюсь в восторге сейчас. Ой, нет, ну что, мы не будем себе отказывать. Ой, как хорошо. Боже, как мягенько. Ой, так хорошо, конечно. Сейчас бы еще в сериальчик какой-нибудь залипнуть на видеосервисе «Картина ТВ». Но кто я, чтобы себе отказывать? Так и сделаю. Ого, тут фильмов. И сериалы новенькие. Еще и без рекламы. Я тут надолго. Я смотреть буду. Все, не мешайте. Ребята, чтобы пользоваться Картина ТВ, телек не нужен. Я могу смотреть любимые сериалы где угодно. И самое главное, это можно делать без интернета, заранее скачав сериал в приложении. А для зрителей «Орла и Решки» действует специальное предложение. Смотрите «Картина ТВ» целый месяц с промокодом «Решка» всего за 1 евро. Или получите скидку на годовую подписку. Да тут и мультики есть. Надо будет Эдику сказать. Но мне сказали, что самое интересное – это не номер, а то, что будет ждать меня на самой вершине холма. Что же это может быть? О, там пена! Боже, вы не понимаете, я 2,5 года в эмиграции. Ванну найти в квартирах здесь невозможно. Боже, спасибо, что услышал меня. И, наконец-то, я сделаю то, о чем мечтала 2 года в эмиграции. Думаю о том, что я все эти годы делала на этих офисных работах. Если вот оно, ну мое, ну просто посмотрите, как оно мне все идет. Господи, эти ванны, пены, виды. С кем надо договориться, чтобы золотую карту там на весь сезон? Есть контакты? Давайте там сейчас порешаем быстренько. Ну, просто идет очень. Ну, мое вообще, мое. Что-то думаю об Эдике. Переживаю, как он там. Но ничего, как-нибудь справится, я думаю. Вообще не думаю об Эдике.
Поскольку Porsche мне не достался, приходится везде ходить пешком. В Лиссабоне, как и во всей Португалии, достаточно безопасно, поэтому гулять здесь можно где угодно. Местные, правда, предупреждают, что в людных местах стоит опасаться карманников. Все же, где туристы, там и они. Но денежки свои я ношу в трусах, как учила меня мама. Так что мне бояться нечего. Кстати, в этом году Португалия заняла 7-е место в ежегодном рейтинге самых безопасных стран мира, уступив лишь Исландии, Ирландии, Австрии, Новой Зеландии, Сингапуру и Швейцарии. А разобраться со всеми тонкостями жизни в Лиссабоне мне поможет Александр. Александра в Португалию привезла мама, когда ему было всего 10 лет. Работает он с 18 и уже успел побыть шкипером, бортпроводником и выучился на персонального тренера. А еще он сотрудничает с благотворительной организацией, которая занимается отправкой в Украину машин скорой помощи и эвакуационных авто. Также он волонтер, помогает освоиться вновь прибывшим. Я релокант, приехал в Португалию. С чего мне нужно начинать? Ну, для мене це вивчити мову. Ти Так. вивчаєш мову, тобі краще потім влитися в суспільство, зрозуміти local community, португальців. Португальский язык учить, конечно, надо, но не бойтесь языкового барьера. Португалия на 7-м месте в мире по владению английским языком среди местных. Дело в том, что здесь зарубежные фильмы, в основном голливудские, в кинотеатрах не дублируются, а идут с субтитрами. Исключение для мультиков. Поэтому португальцы с юности слышат английский язык и хорошо его понимают. Насколько мы разные с португальцами люди? Це не такі різні, я би сказав. Да. Можливо, на початку трошки закриті, але потім, коли вони розуміють, що тобі можна довіряти, дуже відкриті для тебе і допомагають. Что с бумагами? Бюрократія в Португалії трошки велика, як усюди, а вони з цим борються. А для того, чтобы устроить все процедуры для тех, кто только прибыл в Португалию, открылся государственный интернет-портал Айма. Тут вы можете найти всю информацию. Как оформить документы, найти вакансии, посмотреть условия поступления в университеты. В общем, все на Айма. И последний вопрос. Куда мне, как туристу, скажем так, с очень ограниченным бюджетом, можно сходить и съесть что-нибудь необычное? Окей. Я знаю одне місце, де є дуже незвичайне морозиво, і тобі сподобається. Не за все деньги мира? Ні, за всі дні. Все, тогда погнали. Bizarro Gelato. Так называется заведение, куда мы пришли. Его владельцы, среди которых мороженщик, модельер и фармацевт, обещают, что необычные сочетания вкусов мороженого сведут ваш мозг с ума. Но самое главное, вкусы мороженого придется угадывать. А среди 12 образцов, которые вам подадут, могут попасться самые невероятные сочетания. О, да. Боже мой. Это карамель. Соевый соус и карамель? Да. Я сою не чувствую. Шумага і цибуля. Слушай, ну я не чувствовал здесь лук на самом деле. Я обожаю такие извращения. У мене какао з чилі. Это просто красота. Це груша і москотельне вино. Вот это сумасшествие просто... Ой, надеюсь, я опьянею сейчас немножечко. О май гад. Морковка и персик. Это просто какое-то сумасшествие. Так. Интересно, может быть, это шоколад и чили? Боже мой. Боже мой. Ого, какая агрессия. Матінку рідна. Може, дає якось приправою, але я не можу згадати, яку я. Александр, Перемогою. спасибо огромное. Так, я не понял. Навигатор, ты чё? Навигатор, ты чё, с ума сходишь? Перегрелся, что ли? Интернет сказал мне пока. Но, как хорошо, что я опытный путешественник, и для меня это не проблема, ведь я могу решить ее всего в пару кликов с помощью eSIM. Приложение, которое помогает оставаться путешественником на связи по всему миру, покрывает 200 стран и регионов, экономя время и деньги на роуминге. А еще тут есть виртуальные номера. Ну а вишенка на торте – это отсутствие пластиковых сим-карт, что очень экологично. Так, заходим, регистрируемся, выбираем в нашем случае Португалию, тарифный план, оплачиваем любой картой или криптой. Всего несколько кликов, и я снова онлайн. А для всех новых пользователей при вводе промокода «Орел-Решка» мы дарим 5 евро скидки на покупку любого тарифного плана. eSIM всегда на связи, где бы вы ни были. О, вернулся интернет. Алло.
Я поел. Да, мам. Да, я в шапке. Нет, мне не холодно. Здесь тепло, да. Я перезвоню, мам. Меня предупредили, что в Португалии с питанием очень просто. Основу рациона местных составляет свежая рыба из Атлантики, морепродукты, ну и немного мяса и капусты. Поэтому хоть ты Соня с золотой картой, хоть Эдик со $100, а от Дорадо и Сибаса никуда не деться. Поэтому, выбирая ресторан для обеда, я сделала ставку не на меню, а на антураж. Хочется каких-то королевских развлечений, друзья. И мне кажется, мы с вами можем себе это позволить. Поэтому мы приехали в Паласио ду Грива. За моей спиной настоящий дворец, который был построен 350 лет назад для членов королевской семьи. Теперь здесь происходят разные интересные мероприятия, всякие диско-вечеринки, а еще здесь можно прийти поесть и посмотреть на настоящий театр. Кстати, Мадонна, когда жила в Лиссабоне, день рождения свой праздновала именно здесь. Что я могу сказать? Золотая карта не сняла нам зал этого ресторана, но мы все равно насладимся этим вечером. So I would like to start with some bread and olives and some cheese. Luxury. Okay. Начну, пожалуй, с закуски. Оливок и местного двухгодичного сыра. А далее я заказала бакаляу, национальное португальское блюдо из трески, сибас и копченое мороженое. Но главной изюминкой программы, как сказала официант, будет развлекательное шоу, которое я запомню надолго. Интересно. Так, ну что я могу сказать, друзья? Значит, из оливок вытащили косточки. Это по-богатому, я считаю. Кто бы сейчас, вот Эдику, кто бы вынул косточку бы из оливок там сейчас. И есть у нас сыр, которому 24 месяца. Это просто сыр. Может, бакаляу из трески меня удивит? Португальцы уверяют, что у них есть новый рецепт на каждый день года, то есть всего существует 365 способов приготовить эту треску. Хотя некоторые местные утверждают, что этого мало. На самом деле рецептов намного больше. Очень хрустящая корочка. И внутри нее рыба. Не, нормально. Корочка 10 из 10 определенно. Рыбой начали, рыбой и продолжим. Интересно, как в Португалии готовят сибас? Нежнейшая. Очень нежная рыба. Вот это прям вау. Просто тает во рту буквально. Ну, нет у меня золотой карты. Во дворцах я не обедаю, а о доходе приходится задуматься. В Португалии в 2024 году средняя зарплата после выплаты всех налогов составила 930 евро. А самыми популярными профессиями для иностранцев, которые не айтишники, конечно, стали сезонные работы, строительство и отельно-ресторанный бизнес. Также востребованы врачи и учителя английского языка. Но это не для Эдуарда. Не подскажете, где вечер бюджетно провести? Нет? Да? Окей. Не подскажете, где здесь можно бюджетно поесть или провести вечер? Сори. Никто не может мне помочь. Откуда им знать язык? Я знаю, кто мне точно сможет помочь. Relife — это соцсеть для иммигрантов, цифровых кочевников и путешественников, где можно найти локальные, а также тематические сообщества. Все очень просто. Регистрируемся, заполняем профиль, вставляем фоточку и выбираем нужный город. И все, перед нами весь Лиссабон как на ладони. Заведения, лайфхаки и мероприятия. Благодаря сообществам Relife я с легкостью нашел, чем займусь сегодня.
меня ждет вечер стендап-комедии. Несколько кликов, и у меня есть вся информация. Что, где, а главное, сколько это стоит. Релайф. Весь мир в твоих руках. Мне, творческому человеку, интересно, каково выживать творческим людям в иммиграции, так сказать, быть релокантами. Потому что нам важно найти себе занятие по нашему призванию. Мне это повезло. Я устроился в «Орел и Решка». А вот как Маруся Зыкова устроилась и Женя Морозов, мы сейчас узнаем. Проблема в том, что так как мы из творческой среды, и до того, как началась война, у нас был такой творческий парничок, да, где творческие люди, там, пробы, какие-то фестивали. Когда мы оказались здесь, среди айтишников, которые по закрытию, поговорить не с кем. Я разбирала эту ситуацию со своим коучем, и она сказала, ну так если нет такого парника, так, может быть, ты его сделаешь? И собрала первое занятие, туда пришло сколько-то, типа 14 человек. Ну, неплохо. И с тех пор у меня 6-й поток. А по гастролям не все так просто. Тут языковой барьер имеет значение. Поэтому нужно ставить что-то или без слов, или на английском. Ну и куда ж без звезд? Все хотят громкие имена и узнаваемые лица, поэтому не все сразу. Зато найти творческих людей в Португалии проблем не составит. Есть здесь чатик отдельный, Лиссабон-Порту, творческих всяких разных людей. И они все классные, и они все работают быстро, в отличие от португальского темпа, потому что он очень сложным, адаптируем для нас. И одновременно с этим иметь дела с людьми, которые находятся в таком санатории, как Лиссабон, потому что он очень расслабляет, но все равно имеют высокие планки в работе. Это очень-очень круто. Поэтому я считаю, что нам повезло в этом смысле. А напитки-то я заказать забыла. И еще, как назло, день выдался очень жарким. Я уже хотела позвать официанта, как вдруг... Привет. Один тут. Уровень неловкости растет с каждой секундой. Боже, ребята, ну как здорово, что вы ко мне пришли, а тут вообще одиноко мне сидеть. А можно мне еще втиснуть, пожалуйста? Тем временем шоу набирает обороты. И такой драматургии позавидуют и Тим Бёртон, и Тарантино. Как я поняла, смысл этого оригинального перформанса в воде. В ней зародилась жизнь, и благодаря ей она продолжается. Надо хлопать. Принесли мороженое смолк, типа копченое, и сверху его полили соусом, винегрет называется соус, уксусный такой. И ну, оно так и пахнет салатом, если честно. Оно реально копченое, прикиньте. Боже, это так... Я не знаю, что страннее, это мороженое или то, что мы видели сегодня весь вечер. Ой. Там реально салатный соус сверху, он такой уксусный и кисленький. Боже, какой это. В общем, знаете что, друзья? Это место и этот перформанс прям как это мороженое. Неожиданно и с послевкусием. Несмотря на то, что португальская кухня в основном рыбная, большой наплыв иммигрантов заставит ресторанный бизнес играть по другим правилам. Поэтому сейчас в Лиссабоне много заведений, где вас накормят блюдами английской, американской, итальянской и даже индийской кухни. Например, как в кафе Journey, которое мне посоветовали Женя с Марусей. Ребята, бабки есть, бабки не проблема. Бабок, правда, немного, поэтому и проблема тоже небольшая. Погнали, кайфанем. Это кафе открыли иммигранты, литовская журналистка Ксения Наумова и ее компаньонка из Индии, шеф-повар Ану. Какой предательский мелкий шрифт для Эдуарда и его глазок. Я, в силу того, что денег у меня немного,
Я не читаю названия блюд. Я смотрю сначала на сумму, а потом уже смотрю, что это. Только что обрадовался, нашел что-то недорогое, но это оказался хлеб. Ксения предложила мне попробовать севиче – блюдо из дорадо, сока лайма, перуанской кукурузы и желтого перуанского перца. Говорят, да сама Ксения и говорит, что здесь оно самое дешевое в Лиссабоне. Всего 11 евро. А значит, это для меня. Севиче. Какая красота. Это дорадо. Так, плюс-минус острая. Чуть, прям совсем чуть-чуть. Вы когда-нибудь целовались с единорогом? Я нет. Но только что, по-моему, я понял, как бы это было, если бы я это сделал. Я считаю, что такое блюдо нужно давать детям в начальных классах, чтобы прививать им вкус и чувство стиля. И после такой божественной трапезы у меня возникла гениальная идея. А что, если я тоже открою свой бизнес? Шаурмячную, например, или кафе с хот-догами? Допустим, есть человек, например, я. Могу ли я открыть что-нибудь, не знаю, допустим, что-то небольшое, но вот ларек с шаурмой, чтобы кормить людей и дарить им радость? Сколько мне нужно денег для этого? Считать надо начинать с аренды, например, за 500 евро в месяц. Ну, представьте, что вам эти денег хватило на год, пока вы свое шаурмя все раскроете. И от этой цифры можете отталкиваться. Дальше там добавить оборудование. Сколько это должно? За 20 тысяч евро, наверное, можно. 20 тысяч евро? Даже какой-то ремонтик небольшой сделал, да. К сожалению, таких денег у меня нет. У меня всего было $100. Приехать в Португалию и не послушать фаду — это такой местный традиционный жанр музыки с определенной манерой исполнения. Было бы, правда, преступлением. Поэтому мы приехали в Алфаму. Это район Лиссабона, где смешались вообще всякие культуры, иммигранты. Здесь такой себе вайб. Лучше свою золотую карточку не показывать, но зато можно фаду послушать. Ну а я буду не просто его слушать, я буду учиться его исполнять. А учить меня будет Элдер Маутиньо, один из самых известных исполнителей фаду в Лиссабоне. Элдер начал петь и писать песни, когда ему было 18. Сейчас ему 55. И несколько раз в неделю он поет для гостей ресторана во время ужина. Фаду – это жанр португальской музыки, который появился здесь, в Лиссабоне, во второй четверти XIX века. Исполнять фаду нужно с драматизмом, активно выражая эмоции в минорной тональности под аккомпанемент португальской гитары. A luz que os meus olhos veem tão pura, tão pura. Teus seios são as colinas, Valina, válida. Pregão que me traz à porta, tenura, tenura. Cidade a ponto luz, mordada, mordada. Toalha à beira-mar, estendida, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, amada. Cidade mulher da minha vida. Я не знаю, как это сработало, но только что вместе с Эльдаром спела и моя душа. Wow, I'm almost crying already. You can sing too. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Это было очень круто, реально. Он вообще так начал петь. Меня сразу вообще просто промурашило. Это было вообще максимально круто и как-то очень-очень трогательно. Я даже, мне кажется, начала плакать еще на моменте, как он только первый раз вообще начал петь. Но вот эта вот их манера исполнения, это вообще настолько не похоже ни на что. Это настолько аутентично и как-то оригинально. В общем, я вообще в восторге, что я к этому прикоснулась. И это, мне кажется, вообще бесценно. А я же отправился в известный среди иммигрантов бар «Спутник», которым владеет
Михаил Епифанов, он же Шим. Я здесь с марта 22 года. Я уехал, потому что мою группу запретили в России. Да, это мы помним. Я уехал сюда, потому что с 18 года у меня здесь бар. А относительно того, что это край земли, ну, в этом и кайф. Это 40 минут на берегу океана посидишь, ты вот настолько как-то внутри он тебя промывает, какая-то чистота. Ну, ты как будто выше всего и смотришь с высоты на это все. Я знаю, что заметил. Мне кажется, есть некая связь между людьми, живущими на море. Все, кто живут возле моря, они такие немножко, ну, не сегодня, завтра. Ну, куда ты спешишь? Ну, что ты? Здесь, то есть, наблюдается, это же тенденция, типа. Да, конечно. Да? Я сначала, конечно, раздражался от этого, а потом я сам начал становиться таким. Я пропитываюсь Португалией, мне это нравится. Рассматриваешь ли ты это место как место, в котором ты бы мог или хотел бы встретить старость, условно? Я уже... Нет, подожди. Я не готов. Я не согласен. И тут я увидел его. Микрофон. Оказалось, что это и есть главная фишка бара – вечера открытого микрофона, когда каждый желающий может прийти и выступить со своим стендапом перед публикой. Дальше ничего не помню. Очнулся уже на сцене с микрофоном в руках. На сцене открытого микрофона добро пожаловать! Ваши аплодисменты, Эд! Спасибо. Добрый вечер. Как вы? Как настроение? Классно, что вы в телефоне прямо передо мной. Да пошел ты нахуй. Как тебе такое начало выступления? Наличие золотой карты в моем кармане на самом деле дает мне безграничное количество возможностей. Даже прийти на бесплатный стендап-концерт моего друга Эдика. Посижу сейчас, выпью самого дорогого пива за его здоровье, пока он там бедный, бесплатно отдувается. Пойдемте. Я решила не смущать артиста своим присутствием, поэтому сяду-ка я с краю, где он меня точно не заметит. Послушаю, что он там нашутит, шутничок, а потом рецензию ему выпишу когда-нибудь после финала. Я, на самом деле, в Лиссабоне уже давно, почти сутки. Очень красивый город, прям все нравится, приветливые люди. Я просто из Турции приехал, блядь. После Турции все нравится вообще. Любой город Европы, ты такой идешь, блядь, классно, вообще очень красиво. Все, вы что, вы люди здесь все, да? Деревья с листьями. Пиздец. Вы не цените это очень зря. Вы тенек. Вы понимаете, что когда вы заходите и на вас не светит солнце, типа, и у вас не происходит рак кожи за 2 секунды, вы такие, типа, это прикольно. Поаплодируйте, кому вообще больше 30 лет. Поаплодируйте, пожалуйста. Ну, такие все предпенсионные, да? Хорошо, кому меньше 25, поаплодируйте. А что такое? Все, ковид унес всю молодежь, которая, я не знаю, кем я стану, когда я вырасту. Где мой лавандовый раф? Вот, и я прихожу на вечеринку, и меня знакомят, допустим, с Олегом. Олегу 22 года. Олег такой на ухо мне говорит: а знаешь, что нужно делать, чтобы долго не кончать? А я думаю, блядь, а мне 42 года, пацан. Ну, с чего ты взял, что для меня быстро кончить — это проблема? И, блядь, это лучшее, что может случиться, блядь, в моем возрасте. Ну, потому что... Ну, во-первых, смотри, ну, блядь, все понимают, что, да, если ты мужик, тебе за 40, и ты быстро кончил, блядь, во-первых, ты ничего не сломал, ничего не потянул, ничего не ляпнул лишнего, никого не обидел, блядь. Ты просто быстро кончил, обвинил ее во всем. Это потому что ты слишком красивая. Он говорит, короче, смотри, чтобы долго не кончать во время секса, нужно представлять что-то страшное. Ну, например, похороны. Я говорю, похороны сразу нет. Ну, я как-то во время секса представил себе похороны Путина и сразу кончил. Такие вы люди, да? Неоднократно мне это помогало закончить, я вам скажу. Да, иногда даже не во время секса. Да, просто на рынке такой, баклажаны ему дайте. Блядь, какие они синие, как труп. И продавец такой, Путин? Я такой, да, да. Бери бесплатно, брат. Ну, что вам сказать, друзья мои? Я кайфанул. И я вам скажу, почему. Я понял, что, находясь в эмиграции, очень важно иметь возможность творческому человеку найти какую-то площадку, где можно выговориться, и тебя поймут.
Потому что ты говоришь на для тебя родном языке. И это очень круто, потому что люди приходят сюда для того, чтобы почувствовать себя снова дома, снова в какой-то крутой компании, где можно вместе посидеть, круто провести время и посмеяться. Любите меня, целуйте, ходите на мои выступления. Люблю вас. А сейчас мне, обласканному публикой, артисту, нужно подумать о ночлеге. А с жильем в Лиссабоне напряженка. Социального жилья почти нет из-за наплыва иммигрантов, а цены повысились. Если под Лиссабоном аренда квартиры обойдется вам в 600 евро, то в столице придется выложить 800-900 евро. Но хорошие люди есть везде, особенно в местных телеграм-комьюнити для приезжих. Там я нашел Анну, которая согласилась выделить мне диван на ночь. Его можно гладить вообще? Можно, как он можно. реагирует? Но он боится людей. Он немножко социопат. Мы с тобой в равных условиях. Я тоже боюсь людей. Я тоже социопат. Как здесь с арендой жилья? 2 года назад, когда мы только приехали, это было очень сложно. Мы платили за год аренды вперед. Но есть классная новость, о которой мы узнали спустя год нашей аренды. Это программа. Называется «На Порта де Энтрада». Это компенсация жилья. Программа компенсации жилья – лучшее, что можно придумать для мигрантов. Штука в чем? Нужно подать документы, временную защиту с налоговыми номерами, контракт на жилье и обычный чек об оплате квартиры. И государство компенсирует вам ваши расходы на аренду. Сумма компенсации зависит от района, размера квартиры и состава вашей семьи. А нет такого, что типа, вот они живут в неплохом районе, наверняка у них нет проблем с деньгами, не надо им ничего возвращать? Нет, ты можешь на дом, который в аренде 4000 подать. Мы платили 1350. Так. Нам компенсировали полностью за год аренды на одним платежом на карточку. Первая помощь, вот пока ты не стал на ноги, пока не адаптировался, программа всё. максимум на 18 месяцев. Все, я вот понял. они нам последние полгода продлили, и все. Друзья мои, Эдуарда пригрели, Эдуарда приютили, Эдуарда разморила, Эдуарда будет спать. Ой. Доброе утро. Доброе утро, мир! Я проснулась. Где же мой принц, который крикнет мне: «Рапунцель, сбрось свои волосы»? Позову птиц тогда. Не идут. Пока кое-кто, не будем называть имена, дрыхнет в своих богатых, но, я уверен, холодных и одиноких апартаментах, я иду в один из лучших университетов экономики в Европе на встречу с Антонио Педро, создателем бесплатной программы по трудоустройству. 5-недельный цикл программы заканчивается защитой своего проекта и получением гранта на его реализацию. Это отличный способ для иммигрантов начать новую профессиональную жизнь. Кстати, об этой программе мне тоже рассказала Анна. Почему для некоторых студентов эта учеба является бесплатной? А все, что бесплатно, это ко мне. В нашей Nova School of Business and Economics при университете мы предлагаем бесплатные программы обучения для людей, которые остались без работы, и помогаем им поверить в себя и начать свое дело. Как наличие океана влияет на успеваемость студентов? Потому что, мне кажется, это должно немного отвлекать их от учебы. Я и сам серфер, поэтому могу сказать, что физические нагрузки помогают учебному процессу. Поэтому университет находится возле океана. Если вы хотите здесь учиться, знайте, что занятия серфингом — это обязательная часть учебы. Антонио провел мне экскурсию и рассказал об этом учебном заведении. Nova School of Business and Economics находится в Каркавелуше. Тут учатся до 3000 студентов из 70 стран. И похожа она не на обычный универ, а скорее на локацию съемок очередных «Звездных войн» из-за ее архитектуры в стиле хай-тек. А вы смотрите на это здание за моей спиной и думаете: боже мой, Эдуард, ты стоишь возле 5-звездочного отеля. Нет. Именно так в лиссабонских университетах выглядят общаги. Ну, общага. Там живут студенты. Да, сейчас присутствует некая злость на моем лице и зависть, потому что вы бы видели мое общежитие. Я не уверен, что оно до сих пор стоит. Ну все, поступаю.
Ведь все, что нужно, чтобы попасть в эту бесплатную программу, это пройти собеседование у самого Антонио и рассказать о своем опыте и целях. Бизнес-проекта у меня пока нет, но ничего, буду импровизировать. Мы все разные, и мы вносим разный вклад в свое дело. Можно принести улыбку, экспертное мнение, опыт. То есть все то, что может помочь другим людям. Наша программа помогает людям понять, в чем их суперсила. Вот твоя суперсила в чем? Моя суперсила — это улыбка, я думаю. Это лучшее, что я могу дать людям, потому что я комик, и это лучшая работа в мире. Когда ты выходишь на сцену и выступаешь перед публикой, и ей это нравится, это самое лучшее чувство. Фу. Что ж, как говорится, Эдуард, без 5 минут студент. Знаете, я вот уверена, что вот эти все мишленовские рестораны, все вот это вот лакшери жизни, это уже, было во всех этих выпусках «Орла и решки». А мы с вами по-новому смотрим на эту жизнь. И мне захотелось сегодня чего-нибудь такого вот прям эксклюзивного, чтобы и природа, и какая-то вкуснота еда, и вино, что лилось рекой, и, может быть, чтобы мой личный сомелье мне его прям вот так вот и наливал, и про него рассказывал. Поэтому я организовала себе пикник с видом на океан. Осуществить мою идею мне помогла украинская компания Unique Picnic Lisbon, которая организовывает эксклюзивные пикники для незабываемых моментов. Мыс Кабо-де-Рока – самый западный мыс Евразийского континента. Находится он в 40 километрах от Лиссабона в национальном парке Синтра-Кашкаиш и возвышается на 140 метров над уровнем океана. А компанию мне составит Мария, сомелье ресторана Holy Wine. Она в эмиграции уже 10 лет. Как вообще тебе иммиграция и жизнь в ней? Эмиграция и жизнь в ней – отстой. И я думаю, что это уже моя вторая эмиграция. Первая была после 14-го, и теперь вот опять. Здесь сложнее, конечно, все это. Привыкание, адаптация, стресс, это все. И сейчас у меня уже стадия принятия. Ты знаешь все про вино. Да. Хочу тоже знать все про вино. Супер. Так, мы начнем с игристого. Петнат – это дословно с французского «натуральное игристое». Виноград выращен на органической земле, вино сделано с минимальным вмешательством человека и химии, и плюс есть только одна ферментация, в отличие от классической технологии шампанизации. Классическая технология шампанизации. Я тебе как-нибудь потом расскажу, что это значит. Блин, я так альбом свой назову. Не, ну что, так можно учиться в целом. 5 минут от общаги, и у тебя океан. Какой же кайф, а? Как они мотивируют себя не прогуливать пары, когда у тебя рядом океан? Меня бы выгнали после первого курса. Я уже даже слышу слова своего декана. «Эдуард, у вас очень красивый загар, но по предметам вы не успеваете». А я бы ответил, что такого красивого, как я, выгонять нельзя. Но мечты мечтами, а мне нужно выполнить еще одно условие учебы в этом райском месте. Флажочек вижу. З України? Так, я з України. Звідки? З Харкова. Харкова, я з Вінницької області. Мене звуть Ед. Мене звуть Давід. Давід, слухай, в мене є таке питання. Наскільки це дороге заняття? Дивіться, сьогодні хвилі не дуже великі. Так. І для бігінерів вони приблизно 50. У мене немає таких грошей. А скільки стоїть взяти дошку на прокат? За годину приблизно 15. Слухай, ну навіть 15 євро для мене це зараз трошки забагато. Не хвилюйся, якщо ти з України, у мене є друг, він тебе може покатати за фрі. Вот это мне повезло. Мой новый знакомый Давид Доронин из Харькова, 11-летний серфер.
который представлял Украину на чемпионате мира в 23-м году в Рио, а в 24-м в Эль-Сальвадоре. Теперь цель Давида — представлять свою страну на Олимпийских играх, поэтому рекомендациям такого опытного спортсмена точно можно верить. Тут стоять на серфе научат даже меня. Я пішов. Переодягатися. Ну що, таке враження, що я майже готовий. Так і є, але залишається одна річ, без якої ти не можеш серфити. Так. Намазатись. Тут у нас дуже ніжка шкіра. Так. І нам треба її намазати, бо вона згорить. Зверху донизу носу. Так, так. І Сюди. ну все, це командос. Подивися, класно тепер. Два Шварценеггера. Все, готові? Погнали. Давай вот это, отличный выбор. Спасибо. Airfreak — это просто отец натуральных и биодинамических вин в регионе Рязанском. Не горькое, оно без газиков. Да, это тихое вино. Тихое, да. У нас есть игристое. Играющее. Класс, Тихое. прикольно. Так, мы снова в Португалии. Пьем красное вино из региона Тежу. Виноградники вдоль реки Тежу. Не очень далеко от Лиссабона. Слушай, ну оно ягодное, какое-то прям очень мне. Да. Как тебе оно по телу? Полнотелое или легкое? Полнотелое здесь только я, мне кажется. Не только, Вино. не только. Я началась заканчивать эту передачу. Я прошел тренировку под руководством Давида и его тренера Диогу и готов покорять волны. Друзья мои, встречать своих где-то далеко от дома – это лучшее, что может произойти с вами. Потому что, как сказал мне Давид, такое развлечение может стоить 75, а то и больше евро. Португалия прекрасно. Настроение мое прекрасно, в отличие от этой погоды. Меняется она здесь каждые 3 минуты. Как и мое настроение. Все, оно поменялось, я ухожу. Сейчас снимаем мюзле, это проволока, называется мюзле. Пальчиком придерживаем деревянную кромку и, придерживая, растрясешь и... Воу! Ну, почти. Не так красиво, как могло бы быть, как будто бы. Но хлопок был. Но хлопок был. Да. Пожалуйста. А что это за бокалы такие? Форма этих бокалов была снята с формы женской груди. Потрясающе. Ну что же, женщина, за вас. Но это еще не все удовольствия, которые ждут меня на Королевской горе Синтра. Мою компанию скрасят они. Вот эти красивые, невероятно привлекательные ребята под названием Персебеш. И нет, это не черепашьи лапки, это моллюски и местный деликатес. Персебеш – маленькие ракообразные. В народе их называют морской уточкой или морским трюфелем. Самая низкая цена персебеш – $100 за килограмм, самая высокая – 400. А все из-за сложности их добычи. Ведь растут они на острых скалах, и чтобы к ним подобраться, ловцы моллюсков в прямом смысле рискуют жизнью. Но говорят, вкус того стоит. Ломаем и высасываем. Не, ну ладно, это не прям отвратительно. Ну, такая солененькая какая-то штучка такая, со вкусом соленой воды. Ну, $100 я бы за персебеш не отдала. Зато я знаю, куда их деть.
Мне так хочется разделить с вами вот это ощущение вот этого прекрасного вида, этой прекрасной страны, что я сняла с своей золотой карточки $100 и решила оставить вам. Здесь, недалеко от мыса Рока, вот он виднеется прямо за моей спиной. Вот в этой бутылочке вот этого шикарного пятната будет ждать вас эта купюра. И я надеюсь, что она принесет вам очень много счастья, эмоций и радости. Вот. Чтобы найти $100, отправляйтесь к мысу Рока, где стоит этот маяк. Это в 18 километрах от Синтры, в национальном парке Синтра-Кашкайш. Здесь, под камнем, в самую середину, я и спрятала бутылку. Проведя 2 дня в Лиссабоне, я поняла, что условия для иммиграции здесь неплохие. Но кажется мне, что с золотой картой так будет везде. Поэтому для объективной оценки мне хотелось бы услышать Эдика и его впечатления. Ну что, заждался королеву Фаду? Я не понимаю по-португальски. Неважно. У меня были потрясающие 2 дня, Эдик. Так. Я лежала в ванне. Ой. Я ела черепашьи лапки, и я каталась на Порше. Что делал ты? Господи, это все просто наносное какое-то. Не знаю. У меня было то, что ты не купишь никогда за деньги. Ну. Понимаешь, у меня было общение с прекрасными людьми. У меня были пешие прогулки, которые странно покупать за деньги. У меня просто сказка, они дни были. Вот, 4-перстный поцелуй, понимаешь? Супер. Ну ладно, давай так. Переехал бы в Лиссабон? Надо думать, смотря что по деньгам. Я не знаю. Пока нет, скорее нет. Ну ладно. Здесь прикольно, но нет. Ну хорошо, пойдем, я золотой картой поделюсь. Если что, последний вечер проведешь нормально. Нет, мне нужно только общение с прекрасными людьми. Все, никаких денег. Друзья мои, забыл вам рассказать. Теперь Орел и Решка развивает свое travel-сообщество в приложении Relife. Вступайте к нам в сообщество и делитесь своими эмоциями и полезной информацией о странах, в которых вы побывали. А мы, в свою очередь, подготовили большой гайд по Лиссабону. Только в Relife.